Всем здравствуйте. У нас перед этим вышла огромная такая классная практика по роду. Она, конечно, немного объемная. Ну, как немного? Она объемная, будем говорить прямо. Но она очень кайфовая. Я сама вместе с вами ее делала. Те, кто доделал, молодец. Поэтому я вами горжусь. И собой горжусь, то, что я ее доделала. Там очень классные плюшки после этой практики. И я вам предлагала как раз посмотреть дары вашего рода, какие дары вам пришли по папиному роду, по маминому роду. Будет один вариант, но кому что откликнется, да, то есть вы свои дары сразу узнаете, у вас как бы душа и тело такая, да, это про меня. Давайте посмотрим, какие дары, таланты вам передались по папиному роду. Вы здесь человек очень деятельный, очень умный, причем начитанный, мне почему-то хочется сказать. Причем, что вы из той даже малой информации, которая у вас есть, потому что это паж, да, начало, но дальше идет рыцарь жезлов. Вы как бы из этой информации вы выжимаете максимум того, что вы можете с ней сделать. И это очень классно. То есть у вас здесь по папиному роду передалась структуризация информации, да, такой некоторый аналитический ум и применение этой информации в жизни. Потому что не все, кто информацию поглощает, могут ее применять. Что еще по папиному? А в папином роде у вас вполне, кстати, роду есть изобилие. Причем это идет по женской линии папиного рода. Здесь вот, знаете, такое состояние императрицы, да, изобильной. Тут даже не столько про деньги, а когда вот женщина наполненная, ну, оно в богатстве тоже может оформляться, если нет таких каких-то затыков, блоков, да, именно про богатство, то здесь вы можете по роду очень много всяких ресурсов про богатство получать, про изобилие, про плодовитость. Такая довольно-таки целостная женская структура переходит по роду. Так, королева мечей у нас тут про что? Здесь именно у женщин может быть вполне такой очень сильный аналитический ум. Могут быть не то чтобы программа одиночества, а именно женщина очень разборчива в мужчинах. Порой она чувствует, что она умнее мужчин, которые вокруг нее, и поэтому она может какое-то время оставаться в отшельниках, в одиночестве, да, каком-то, потому что она, в принципе, не согласна на что-то меньшее, она не хочет мужчину глупее себя, менее удачливого, и ей бы хотелось настолько же сильного партнера, как она. Да, она готова ждать, и абы что, да, вот только император. Абы что она не хочет. Здесь еще может быть сильная сила воли передаваться. И
ответственность, да, то есть, несмотря на то, что там вы можете быть женщиной или мужчиной, неважно, вы очень такой ответственный человек. Можете причем любить землю в каком плане, что у вас может быть дача, какой-то пригородный дом, либо, если этого нет, то вы можете любить ездить, ну, либо к друзьям на дачу, либо в домике на отдых, да, чтобы это вот где-то поближе к природе, поменьше людей. Здесь как-то вот так по рыцарю пентаклей. Да, хочется гармонии и сочетания с природой. В каком еще плане, что здесь может быть что-то такое интересное со стихиями. Давайте посмотрим. Я не удивлюсь, если на Обероне выйдут какие-нибудь сильфы, эльфы, друиды и все остальное. Что еще по роду папы вам передалось? Вознесенные мастера. Вам могут наставники, кстати, именно по роду отца перейти. Здесь такая очень деятельная энергия, об этом в самом начале тоже было сказано. И либо у вас еще может быть огненная стихия, свечи любите, костер, закаты, рассветы. Здесь может быть очень хорошая связь с вашим наставником, мастером внутренним. Вы можете к нему хорошо обращаться, либо к духам природы. Сейчас посмотрю, у каждого свое. Здесь интересно, видите, как бы несмотря на то, что здесь Феникс, да, здесь еще очень... Феникс у нас получается про огонь, про стихию огня, но здесь еще прям водная. Это с чем у нас? Опять огонь и вода. Может, у вас и огонь и вода. Прям как в песне. И огонь и вода. А дальше слов не знаю. Ну, здесь, знаете, здесь не столько про магию, сколько вы человек такой огненный, но очень можете любить воду при этом. У вас может как доминирующая стихия быть и огонь, и вода, да, и вы очень любите природу, чаи, травы, вот это все, цветы. Не в том плане, да, цветы как... символ, да, какой-то там любви, праздника, а вы их просто любите, да, вот они не обязательно должны у вас даже в вазе стоять, вы просто можете поле подсолнухов, да, пойти наслаждаться вот среди них, то есть природа ваша все, ну, здесь огонь, вода, да, и небо, и земля. Вы очень хорошо связаны с природой, эта связь с природой у вас передается по папиной линии. Все взаимосвязано. Вот как-то так. Если вам нужно пополнить ваши энергетические запасы, вот как раз-таки вы идете либо к водоему, либо к костру, огню. Эти стихии вам могут помогать в очищении, практики, ритуалы с этими стихиями могут вам помогать тоже. Огонь, вода. Что по маминой линии вам передалось? Солнце. Отлично. Отличное начало. А по маминой линии вам передалась некая яркость, сила,
Отлично. И что еще? Паш мечей тоже. Но здесь я бы его немножко по-другому почитала. Сейчас дополню. Угу, да, я так и думала, девятка мечей. А здесь у вас проявленность, притягательность, сила, возможно, какие-то даже способности есть. Но они в таком каком-то, не то чтобы зачатке, сейчас объясню, именно вот в этой связке получается, что есть и сила, талант очень какой-то сильный, и притягательность, манкость, да, вот такая, может быть, и даже сексуальность какая-то, но по пажу мечей и девятке мечей она у вас сильно закрыта. Поэтому по пажу пентаклей она у вас очень мало проявлена. То есть у вас это в избытке, в достатке, но очень сильно не проявлена ни ваша сила, ни притягательность, ни слава какая-то, возможно. То есть здесь есть на чем поработать, над чем. Да, нужна трансформация. У вас это немножко в тени все. То есть вам может хотеться как-то проявляться, хотеться внимания больше, чем оно есть. Причем такого коллективного внимания, да, либо если у вас в вашем распоряжении, так скажем, кто-то, какой-то один человек, вы от него можете требовать очень много внимания. Он или она не может столько вам дать, потому что у вас очень большая потребность, потому что солнце и сила. Вы представляете, насколько там вот какая мощь большая. То есть вы можете быть очень классным оратором. Пока тут про магию, эзотерику ничего нет такого. Можете коучем, учителем быть, наставником каким-то. То есть здесь очень сильные лидерские способности, руководителем классным, директором. Можете свой какой-то бизнес иметь, но у вас здесь закрыто это все. То есть вы вот то, что вы получаете, оно в каких-то таких, ну, как задатках, да, либо вы там руководитель в маленькой фирме какой-то, да, либо вы там среднего звена руководитель, а могли бы быть, в принципе, свой бизнес иметь неплохой. То есть у вас управленческая тема, она намного шире, чем вот проявлена на данный момент. Да, вам нужно убрать ограничивающие установки, что у вас вот это там проявляться плохо, нельзя, и все вот такое вот, что нужно защищаться, воевать с этим миром. То есть вам не хватает вот этого изобилия, что понимание причинно-следственных связей, что от чего зависит, кто за что получает по шапке и на лапу, так скажем, да. Вот. Ну, в хорошем смысле, не нашла другого выражения. И не хватает знаний, да, чтобы это приоткрыть. Вы очень сильно можете от этого мира защищаться, поэтому не проявляете, да. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и пострадает. Самая лучшая защита — это нападение. Вот это вот может быть тоже ваш случай. То есть силы много. Ну да, и вы сидите и не высовываетесь, так скажем. Сюда же тоже, кстати, сиди, не высовывайся, не отсвечивай, что ты лучше других. Выскочка, я на последнем месте. Ну и же с ним. Поэтому вы очень можете цепляться за людей. В каком плане? Потому что вам нужно очень много внимания. Вас просто наполняет вот это, когда вами восхищаются, когда вам комплименты. И вы тогда, наполняясь, отдаете еще больше, да, как фильтр такой. И за счет вот этой большой потребности во внимании вы как бы можете человека немножко дербанить, того, который рядом с вами. Человек может уставать.
потому что у вас объем энергии намного больше, чем у этого человека, да и вообще, в принципе, у среднестатистического человека. Вам бы эту энергию куда-то направить в хорошее русло, если вы направляете на нескольких людей, то вы можете разрушать этих людей. Это как, знаете, вот, одно дело под душем стоять, а другое дело встать под Ниагарский водопад. И там снесет, вот, как бы бабки не ходи, что называется. Вот здесь то же самое. У вас Ниагарский водопад вот там. Вот. Если вы это все на одного человека вываливаете, человек не вывозит. Отсюда есть неудовлетворенность. Здесь, конечно, могут быть какие-то там вот и зависимости, и когда мы ищем внимание, да, что мы недолюбленные, но здесь у вас именно, знаете, про то, что здесь амбиции, здесь очень много внутри амбиций, но они не выходят. Поэтому вы можете искать, цепляться к людям, причинять им добро, спасать их, потому что эта энергия, она внутри есть, но она не реализуется. Как интересно. Да, вы вполне, у вас может быть даже не один бизнес, не одно дело, не можете вести параллельно не один проект, неважно, вы мужчина или женщина. Для вас это легко, другие люди могут недоумевать, как у вас это все получается, что вы за такой многорукий человек. А вам скучно, когда у вас что-то одно? Вы не можете сидеть на месте. У вас как бы все время в какое-то развитие несет. Что-то новенькое. Вы, если едете отдыхать, можете отдыхать сразу в нескольких местах, в том плане, что в одном городе пожили, потом в другом городе пожили, в третьем. То есть вам нужно движение. Здесь уже не первый раз идет руна про знания. Знания какие-то вам тоже нужны. Либо у вас их очень много, да, если мы берем силу и солнце, это какие-то знания, которые вы должны проявлять. У вас их очень много. Четверка мечей, что? Да, вы, получается, можете... Вот знаете, как женщина, про которую говорят, что у нее все спорится. И дома все хорошо, и на работе все хорошо, и бизнес хорошо. То есть, да, она там одной поварешкой мешает суп, второй рукой говорит по телефону, заключает миллионную сделку, ну, условно говоря. Вот. Цезарь вспомнила. Цезарь. Кто много дел сразу сделал. Вот это ваша тема. И это у вас по маминому роду. Пока как-то в магию не тянет особо. Давайте Аберона спросим, что он нам еще по маминому роду расскажет. Здесь тоже Феникс и там, и там. Ну, энергии огня у вас прям эта стихия превалирует, да, есть чуть-чуть поменьше воды, вода тоже есть, но самое это огонь. Магия слова может быть, да, кстати, вот если лидерские способности, руководитель, то есть вас могут слушать, за вами идти, считать вас примером. Если этого нет, кстати, вот эта практика с родом, которую мы делали, она как раз на это направлена. Чтобы это раскрыть, вам поможет. Да, у вас это магия слова немножко подзависшая, можете не в полную силу использовать.
А здесь у вас могут хорошо медитации работать и аффирмации, когда вы раскроете вот эту свой дар с голосом, со словами. То есть через слова вы можете людей вдохновлять, сподвигать на что-то, даже управлять массами, так скажем. Можете, конечно, немножко пользоваться и вводить в заблуждение, в том плане, что, манипуляция, да, то есть там, если вы говорите уверенно и неправду, люди могут вам верить, можете этим пользоваться, но причинно-следственную связь никто не отменял, вот, это уже на ваше усмотрение. Все. Но это вот как раз-таки ваша сила слова, когда люди вам поверят, даже если этого не было. Вот вам беспричинно верят, доверяют. А если вы встречаете какого-то нового человека, он может вам вообще всю жизнь рассказать, и потом, ой, я тут как-то что-то разговорилась, никогда никому ничего не рассказывал, типа вам вот тебе вдруг все вывалил. Это вот оно, ваше умение по маминой линии. Вот такое вот у нас сегодня, такой вот расклад, такой вот magic. Буду благодарна за вашу обратную связь, за ваши комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.